Здравствуйте. Учитывая интерес подписчиков и гостей моего канала к игре слайдом на акустической гитаре, я решил в этом ролике пояснить некоторые технические моменты, связанные с игрой слайдом. Лет 15 назад, когда я впервые узнал об этом способе игры, я стал постоянным посетителем винных магазинов. Дело в том, что у моей Ямахи гриф не плоский, а слегка выпуклый. Это, видимо, сделал производитель для того, чтобы удобнее был обхват грифа. Но поскольку гриф выпуклый, струны тоже не лежат в одной плоскости, нужно было найти такой слайд, который бы мог одновременно касаться сразу всех струн. То есть он должен быть вогнутой формы, как вот эта бутылочка. Поэтому я, обладая в ту пору максимальным техническим перфекционизмом, стал искать бутылки, имеющие форму поверхности струн моей гитары. Такие бутылки встречались нечасто. Коэффициент выхода годных слайдов был примерно 1 к 3. То есть два горлышка откалывались неудачно. Нужно упомянуть, что бутылки эти приходилось опустошать, а по закону подлости в самых подходящих бутылках было самое паршивое вино. Стеклянные слайды имеют обыкновение падать и разбиваться. Поэтому мне довольно скоро надоело ходить по винным отделам. Чтобы не спиться окончательно, я нашел постоянный источник слайдов. Пузырек из-под дезодоранта. Вот приблизительно такого. Они бывают разных производителей. Форма у них примерно одинакова. Нужно просто удалить всю пластмассовую часть, сорвать этикеточки, удалить обязательно остатки липкого клея, иначе вот перепачкаете струны. И получается вот такая штука. Это далеко не лучший вариант, немного великоват и болтается на пальце, но для моего вульгарного, примитивного стиля игры это вполне достаточно. Со временем я понял, что слайд не обязательно должен иметь вогнутую форму. Можно играть слайдом из прямой цилиндрической образующей при достаточной высоте струн над грифом. И тут мы переходим к вопросу, очень важному вопросу, высоте струн. Для слайдовой гитары чем выше, тем лучше, потому что меньше шансов цеплять слайдом за гриф, вот так. При этом возникает много паразитных звуков неприятных. Но если вы хотите использовать гитару универсальным образом, то есть для игры слайдом и обычным способом, возможно, понадобится компромисс по поводу высоты струн. Вот у моей Ямахи высота струн над 12-м ладом, то есть расстояние между струной и самим ладом, 2,7 мм. Это на 6-й струне, а на 1-й струне 2 мм. Это довольно такое хорошее, небольшое расстояние. И играть мне обычным способом удобно на такой гитаре. Но в то же время я при осторожности могу играть на этой гитаре слайдом. Правда, иногда цепляю за лады, но это происходит уже не так часто, потому что я привык. Зато я не использую регулировку анкерным болтом для изменения высоты струн. Кстати, об анкерном болте. Когда я купил свою третью гитару, это был Мартин, этого ключа не было в комплекте поставки. Я обратился в музыкальный салон, и мне там сообщили, что ключ этот можно за символическую плату заказать, там, за каких-нибудь $100 в какой-нибудь далекой Мексике. И через полгода он будет у меня. Но я не стал ждать, взял эту гитару, но не эту, а Мартин. Пошел на блошиный рынок и там за какие-то копейки подобрал себе отличный Г-образный ключ, которым и подстроил гитару. То есть на Мартине я опустил струны предельно низко. Там, наверное, около 2 мм на 6-й струне. И вот там слайдом я играть практически не мог. Но я нашел выход из положения
И когда мне надо было на Мартине сыграть какой-нибудь соло, как правило, для этого соло нужны были первые две струны, я подкладывал под нижний порожек, под эти две струны, небольшой пластиковый уголок ребром кверху. Ну, например, из таких строительных уголков, которые используют внутри квартир для защиты углов помещения. Только его надо немножечко обрезать. Этот уголок поднимает струны приблизительно на миллиметр выше остальных. И тогда очень комфортно играть и мелодию слайдом на этих струнах, и применить обычный способ игры, если нужно быстро перейти на него. Таким образом, я, например, записал вот это видео. Может быть, даже можно поднять и все струны таким способом. Я этого не пробовал, но подозреваю, что это вполне подходящий вариант, вместо того, чтобы перестраивать анкерным болтом гриф. Это, мне кажется, сложнее. Возможно, кто-то из вас спросит, а можно ли играть слайдом на акустической классической гитаре с нейлоновыми струнами? У меня под рукой оказалась такая гитара. Вот я беру слайд и пытаюсь играть. Как видим, в принципе, играть можно и на такой гитаре, но затухание нейлоновых струн очень быстрое, звук глуховатый, что как бы не соответствует стилю игры слайдом. Но все-таки это делать можно. Если у вас нет другой гитары, почему бы и нет? Оптимально все же для слайдовой гитары металлические струны. Причем, если вы играете в обычном акустическом варианте, то есть без применения каких бы то ни было усилителей, комбиков, то есть просто сидите в компании, то лучше использовать медиатор. Это делает звук существенно более ярким, звонким, громким. Вас могут услышать и за 50 метров, без всяких усилителей. Но я предпочитаю играть пальцами, поскольку так лучше чувствую струны. А уже при обработке звука могу скорректировать частотную характеристику, если это необходимо. Еще нюанс. Третья струна обычно в оплетке. Был у меня период увлечения открытыми строями, когда приходилось перестраивать очень часто именно третью струну в больших диапазонах. Например, вот так. Например, я придумал себе строй, который хорошо подходит для диковатой игры на восточный манер. Третья струна, если она в обмотке, очень часто лопается. Я придумал выход из ситуации такой. Купил цельнометаллическую струну, в данном случае ее диаметр 0,17 дюйма. Можно и больше поискать. Они продаются, как правило, отдельно, такие струны. Кстати, чем толще струны, тем проще играть слайдом, потому что слайд меньше цепляется из-за более сильного натяжения струн. И, соответственно, громче извлекаемый звук. Кстати, когда я услышал впервые, как играет слайдом мой первый гитарный бог Игорь, о котором я рассказал вот в этом видео, ссылочка, я попросил у него гитару, чтобы посмотреть, потрогать, пощупать. И я был поражен, насколько толстые у него струны и насколько высоко они подняты над грифом. Поиграв на его гитаре минутку, я понял, что уже начинаю разрезать кожу пальцев на левой руке. «Как же ты играешь?» – спросил я. Но он ответил, что у него крепкие пальцы для такой гитары. И теперь я понимаю, почему его гитара звучала так громко, когда он играл слайдом. Потому что толстые струны хорошо раскачивали корпус гитары. А теперь совет. Предположим, вы загорелись желанием играть слайдом, как я когда-то, а у вас, как это часто бывает,
только одна гитара. Это может быть и нейлоновая классика, или вот такая в лучшем случае гитара. И эта гитара настроена под вас, у нее не очень большое расстояние до грифа, вы к ней привыкли. Что делать в такой ситуации? А делать вот что. Берите вашу любимую гитару в том состоянии, в котором она есть, даже не перестраивая строй. Берите слайд, какой вам удалось найти. Можно вот этот пузыречек взять. И пробуйте извлекать слайдовые звуки. Можете начать с первой струны, поскольку она более доступна. Что-нибудь поиграйте, какую-нибудь мелодию. Если у вас получится на одной струне, попробуйте более уже аккуратно располагая слайд, попытаться играть на 2, 3 и более струнах. Ваша задача получить плавный скользящий звук без посторонних призвуков, без касания слайдом ладов. Если вы чувствуете, что у вас это получается, не беда, что вы будете немножко задевать лады на первых порах. Если будут струны немножечко дребезжать, дело пойдет. Когда вам надо извлечь звук из 2 и более струн, надо прижать слайд так, чтобы он был параллельно плоскости струн. Вот этот навык достигается тренировкой. Для меня это было одним из самых трудных моментов. Особенно при небольшом расстоянии до грифа, от струн до грифа. А при большом расстоянии слайд как бы сам выравнивается в нужной плоскости, поскольку давить на него можно с большей силой. Когда я проводил свои первые аналогичные эксперименты, для меня была очень важная подсказка, что нужно глушить струны пальцами, свободными пальцами левой руки. Из положения играющего это пальцы, которые левее слайда. У меня, например, указательный палец всегда касается струн за слайдом. Я сразу стал как-то увереннее чувствовать струны и чище играть соло, когда стал глушить струны пальцем указательным. Были трудности с позиционированием слайда, ведь слайд в конечной точке траектории должен обязательно встать именно над ладом нужной ноты, а не между ладами. Это, пожалуй, самое трудное. Тут вам поможет музыкальный слух и сами лады в качестве ориентира. Еще важный момент. Если вы извлекаете аккорд, слайд должен располагаться перпендикулярно. Это правило можно нарушить, если вы играете просто соло. Тогда соло на одной струне. Главное тут просто приехать на нужную ноту. При игре с слайдом просто грех не использовать вибрато. Этот прием здесь создается просто и любой степени частоты и амплитуды. Вопрос вашего стиля. Предположим, что вы наконец поняли, что да, у вас что-то получается, тогда надо продолжать. Самое время перестроить гитару. Почему-то я привык играть на открытом ми мажоре. Наверное, потому что придумал его для себя сам, не зная о существовании других. Хотя сейчас многие предпочитают открытый соль, Open G, так называемый, о котором вы можете найти информацию легко. В моем случае настройка выглядит так. Ми, си, ля бемоль, ми, си, ми. Для тех, кто привык настраивать, зажимая струны, то есть в унисон с предыдущей, это выглядит так. Вторую струну зажимаем на 5-м ладу.
Третью струну зажимаем на третьем ладу. Четвертую струну зажимаем на четвертом ладу. Пятую на пятом. Шестую на седьмом. Получается ми мажор. Поскольку эта настройка немного перегружает гриф из-за более сильного натяжения струн, можно этот строй понизить на полтона или на тон ниже. Например, исходно первую струну настроить на ре и относительно нее уже настроить остальные. Моя практика показала, что гитара с анкерным болтом, как правило, легко переносит подобного рода издевательства. И ничего страшного не происходит. А что делает аккордеон в ролике о слайдовой гитаре, спросите вы? Да просто подвернулся под руку.